Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня я, как Шахерезада из сказки «Тысяча и одна ночь», рассказываю вам очередную историю о приключениях умелых рук в лоскутном царстве-государстве. Увидели как-то раз умелые руки огромную кучу ненужных лоскутков, обрезков и остатков кроя. Собирались швеи выкидывать их в мусорное ведро. Ведь куда такие маленькие могут сгодиться? Ни рубаху из них не сшить, ни штаны. Даже на платочки носы детям вытирать и то не пойдут. Взяли умелые руки утюг и хорошенько все лоскутки прогладили, с паром проутюжили. После такой баньки с паром стали лоскутки свежее, повеселели, распрямились. А умелые руки все лоскутки пересмотрели, взяли ножницы и подровняли их, отрезали края неровные и нитки торчащие. А потом по кучкам их разложили, по размеру рассортировали. И каждому лоскутку стали пару подбирать. К светлому лоскутку непременно темный рядом. А дальше уже началось волшебство великое. Эти пары лоскутные на машинке швейной прошили умелые руки, а потом ножницами разрезали. А чтобы не забыть форму заклинания великого, памятку нарисовали и всем зрителям канала показать велели. И появились на свет новые детали. Квадратики из двух треугольников, все одного размера, людям добрым на удивление. Но скучно ведь таким квадратиком просто лежать. Они ведь как дети малые, им играть хочется и хороводы водить. И стали тогда умелые руки каждому место присматривать, где бы им дольше жить и людям верно служить. А пускай-ка все красные лоскутки в одной семье будут, в одну линию лежат, а синие между собой договариваются. Если перемешать их все вместе, то уж очень пестро будет, а здесь какой-никакой, а порядок. Да и нам, зрителям, уже интересней. Разложили лоскутки веселые, яркие, в цветочек, в горошек, в крапинку, в полоски диагональные. Вроде бы все хорошо, но вот некоторые лоскутки можно местами поменять, чтоб узор читался лучше. А теперь надо сшить все лоскутки между собой крепко-накрепко. Сложим их по порядку, сразу целый вертикальный ряд и прошьем его на швейной машинке. А потом также соединим детали третьей и четвертой колонки, пятой и шестой. Все узоры лоскутные собирали умелые руки на съемной столешнице, которую раньше сделали из кусков ламината. Теперь только легко сдвинули столешницу и освободили место для швейной машинки. А чтобы лоскутки друг за дружку крепко держались, в машинке швейной строчку делаем крепкой, мелкой. Нитки серенькие возьмем, незаметные. Негоже, если их сильно видно будет. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. Прошили одну пару квадратиков, тут же другую приставляем. Никаких промежутков не делаем. Дружно детали наши должны жить. Куда один, туда и другой. Дошили один ряд, нитки не обрываем, шьем следующий. Это потом уже можно отсчитать по 6 деталей и разрез сделать. А соединения эти, швы не разрезанные, нам еще пригодятся. Соединили все лоскутки в 3 гирлянды, по 6 деталей. Расправлять их надо тщательно. Все шовчики пройтись, чтобы ни 1 миллиметр малюсенький не потерялся, не спрятался. А швы на изнанке загибать будем на сторону темной ткани. Так полотно лоскутное крепче крепкого будет.
И еще одно условие надо выполнить, чтобы в деталях соседних швы в разные стороны направлены были. Поберечь надо машинку швейную, ведь с большой толщиной ей не справиться. А теперь возьмем иглы острые, очень длинные, что для квилтинга предназначены, и заколем ими заготовочки, да лоскутные. Не запутаться красным девицам, красоту такую сшиваючи. Хорошо, что есть нам помощница, то машинка швейная да заморская, служит верой правдою не один годок. Сколько вынесла уже голубушка, и работы много поделала. Полотно почти все дошитое, лишь одна полоса и осталась. И ее мы прошьем легче легкого, ведь в умелых руках дело спорится. Все детали наши, квадратики, крепко держатся да на ниточках. Уголочки все лежат рядышком, никуда они уж не денутся. Остается только нам согнуть деталь и прошить ее строчкой крепкою. Ох, как ладненько все сдружились, заготовочки наши лоскутные, и полосочки диагональные, хорошо лежат, как задумано. Да одна беда, хороши они, но беззащитные. Очень мелкие они, ткани тонкие. Укрепить их надо дополнительно. А возьмем еще мы помощников. Кусок бязи крепкой, да синтепона мягкого. И на периночку, уложим раскрасавицу деталь лоскутную. Не сбежала, чтобы. Возьмем булавочки, не простые, а английские, и специальные, да изогнутые. И зацепим все детали с середины да до краешек. Простегать, прошить все нам надобно, крепко-накрепко, чтоб все держалось, чтоб лоскутики прослужили нам верой и правдою службу долгую. С середины полотна начинаем шить, укрепляем срезы все диагональные. Лоскутки-то все дюжи яркие, да красивые, да нарядные. Прошиваешь их, и душа поет. Вспоминаются все слова забытые, речи древние, слог сказителей. Хоть нет у нас сейчас гуселек, но гитарный звон вы услышите. Вот и сшили мы красу свою, по линеечке все промерили и отрезали ткани лишние. Получилась заготовочка 50 на 50 сантиметриков. Ух, красивая, полосатая. Да и ждут ее уже сестры с братьями, предыдущие заготовочки. Из одних деталей все пошиты, но у каждого свой рисуночек, и ничто нигде не повторяется. А сейчас уже ровно 10 их, все красавицы-раскрасавицы. Ждут еще они двух сестер, чтобы вместе всем подружитесь, да в одно одеяло лоскутное. И хотят служить они верой и правдою, да своим хозяевам видом радовать, да тепло хранить. Малым детушкам на забавушку, людям, пожившим в утешение. Нашей сказочке не конец еще. Ждет еще вас всех продолжение. Подпишитесь на канал скорее. Кнопку пальчик вверх нажимаете. В комментариях отпишитесь. Дайте весточку о себе, мои зрители. А была-то с вами Полинушка. Жду и дальше всех в других выпусках. Уф! Понравилась сказка? Гоните пятачок.